30 января 1979 года. Токио. Аэропорт Нарита накрыт плотной пеленой дождя. Огромный Boeing 707-323 компании Варик тяжело отрывается от земли. На борту 6 членов экипажа и необычный груз – 153 картины легендарного художника Манабу Мабы. Бесценное культурное наследие Бразилии стоимостью в миллионы долларов. У штурвала не новичок, капитан Жилберту Араужу да Силва. Человек-легенда, который уже однажды обманул смерть в одной из самых страшных авиакатастроф десятилетия. Он спокоен, погода рабочая, машина исправна. 21:03. Первый сеанс связи. Голос капитана звучит абсолютно буднично. Он сообщает координаты и подтверждает, полет проходит в штатном режиме. Следующий отчет. Через 30 минут, проходит полчаса. Диспетчер в Токио ждет сигнала. Тишина. Проходит час, в эфире только белый шум. Boeing 707 – это не иголка в стоге сена, это 150 тонн стали и керосина. Но в ту ночь над Тихим океаном произошло нечто, что не поддается логике. Самолет не просто упал, он стер себя из реальности, ни сигнала СОС, ни срабатывания аварийных маяков. Ни одного всплеска на военных радарах Японии или Соединенных Штатов Америки, которые в разгар холодной войны просматривали этот квадрат насквозь. В ту же секунду началась одна из самых масштабных поисковых операций в истории авиации. Но океан молчал, ни обломков, ни масляных пятен, ни тел. Словно 20 тонн искусства и 6 человеческих жизней просто растворились в стратосфере. И самое пугающее в этой истории не сам факт исчезновения. Самое пугающее – это прошлое человека, который вел этот самолет, потому что Жилберту да Силва уже был здесь, в эпицентре катастрофы. И в прошлый раз он был единственным, кто вышел из огня живым. Июль 1973 года, окраина Парижа. Рейс Варик 820 превращается в летящий крематорий из-за непогашенной сигареты в туалете. Салон забит едким дымом, видимость 0. В той мясорубке ушло из жизни 123 человека. Почти все задохнулись еще до того, как шасси коснулись земли. Но капитан Жилберту Араужу да Силва выжил. Он посадил горящую машину на капустное поле, вылез через форточку кабины и стал национальным героем. В Бразилии его боготворили, его называли пилотом, которого не берет смерть. Но в авиации за такую репутацию платят высокую цену. Психологи знают термин «синдром выжившего» – это тяжелый груз. Мог ли человек, видевший гибель сотни своих пассажиров, остаться прежним? 6 лет спустя он снова в кабине точно такого же Боинга 707. Тот же тип самолета, та же авиакомпания. Некоторые эксперты позже задавали неудобный вопрос, не была ли его железная уверенность лишь маской. На борту рейса 967 он был не просто капитаном. Он был легендой, чьи решения не оспаривались. Мог ли опытный ас, привыкший побеждать смерть, пропустить едва заметный тревожный сигнал? Или, возможно, он почувствовал себя неуязвимым там, где небо не прощает даже малейшей тени сомнения. Следователи дотошно изучали его личное дело, никаких отклонений, никаких жалоб. Но есть одна странная деталь. Коллеги вспоминали, что перед этим вылетом да Силва был необычно молчалив. Словно он знал, судьба не дает третий шанс тем, кто уже однажды ее обманул. Но если это была ошибка пилота, где хоть какая-то улика? Ошибка ведет к падению, падение оставляет след, а рейс 967 не оставил после себя ничего. Абсолютно ничего, кроме декларации о грузе, стоимость которого заставляет задуматься, а не был ли этот полет приговорен еще до взлета. 20 тонн полезной нагрузки, но лишь несколько ящиков в грузовом отсеке превращали этот рейс в летающее казначейство. 153 картины Манабу Мабы, бразильского Пикассо. Это не просто искусство, это высоколиквидный актив, который в 1979 году стоил состояние, а сегодня десятки миллионов. И здесь история из авиационной трагедии превращается в криминальный триллер. Теория воздушного пиратства звучит как сюжет Бондианы, но в годы холодной войны реальность часто была безумнее кино. Мог ли самолет такого размера быть перехвачен, принужден к посадке на секретном аэродроме где-то на островах Океании? Для того, чтобы украсть коллекцию такого масштаба, нужно заставить исчезнуть весь самолет. Вопрос к вам. Как вы считаете, реально ли в 1979 году скрыть посадку огромного Боинга от радаров сверхдержав? Или это лишь попытка найти логику там, где ее нет? Напишите свою версию в комментариях. Спустя годы в криминальных кругах Южной Америки начали всплывать слухи,
Говорили о частных коллекциях в закрытых поместьях, где на стенах висят те самые пропавшие картины. Но есть одна проблема. Ни одна из картин так и не появилась на легальном рынке. Ни разу за 40 с лишним лет. Если это было ограбление, то оно было либо идеальным, либо бессмысленным. Потому что если картины лежат на дне океана, они давно превратились в труху. А если их нет на дне, значит, физика полета в ту ночь была нарушена чем-то гораздо более страшным, чем жадность. Если это не было ограблением, значит, физика превратила Боинг буквально в летучий голландец. Самый вероятный и самый жуткий сценарий – это медленная декомпрессия. Это тихий убийца. Экипаж не чувствует паники, они просто начинают путать слова, совершать мелкие ошибки, а через пару минут проваливаются в глубокий сон, который плавно переходит в смерть. Самолет остается цел, автопилот послушно держит курс. Двигатели работают идеально. 22 минуты после взлета – это точка невозврата. В этот момент Боинг покинул зону действия ближних радаров Японии. Он вошел в мертвую зону над океаном. И если в этот момент экипаж уже был без сознания, самолет продолжал лететь в полную тьму еще несколько часов, пока в баках не закончилась последняя капля керосина. Но здесь возникает технический тупик. Боинг 707 оборудован аварийными радиомаяками. При ударе о воду или при контакте с солью они должны были подать сигнал. Мощный, пронзительный импульс, который услышит любой спутник или проходящее судно. Почему они промолчали? Техническая неисправность сразу всех систем. Или удар о поверхность был такой силы, что приборы уничтожило мгновенно. Глубина в этом районе – 5 километров, 5000 метров ледяной бездны и колоссального давления, которое превращает сталь в фольгу. На такой глубине обломки площадью в гектар могут превратиться в горсть металлической пыли. Поисковые группы прочесывали океан 8 дней. Они искали масляные пятна, обрывки, обшивки, хоть какой-то пластик, который обязан плавать. Они не нашли ничего. Словно океан не просто поглотил машину, а стер саму вероятность ее существования. Но была еще одна сила, которая в 1979 году следила за этим небом гораздо внимательнее, чем гражданские диспетчеры. И эта сила не привыкла задавать вопросы. 1979 год. Холодная война в самом разгаре. Дальний Восток. Это не просто маршрут, это передовая. С одной стороны, мощнейшая сеть воздушной обороны Японии и Соединенных Штатов Америки. С другой – советские радары, которые видели любое движение в сторону Сахалина и Курил. Существует версия, которую долгое время обсуждали лишь вполголоса. Мог ли Боинг 707 сбиться с курса и войти в закрытое воздушное пространство Советского Союза? Всего за 9 месяцев до этого случая советский перехватчик уже атаковал корейский Боинг 707, принудив его к посадке на лед. Но тогда были свидетели, здесь же только пустота. Если советская противовоздушная оборона приняла грузовой самолет за разведчик и сбила его, признания не последовало бы. Океан надежно прячет следы ракетных ударов, но есть и другая, еще более мрачная теория. Некоторые эксперты считают, что на борту среди картин Мабе находилось нечто другое. Секретные технологии или компоненты, которые не должны были покинуть Японию. Бразильское правительство, находившееся тогда под властью военных, необычно быстро свернуло расследование. Итоговый отчет уместился на нескольких страницах, официальный вердикт – причина не установлена. Коротко, сухо, окончательно, никаких данных с черных ящиков. Они навсегда остались на глубине, куда в 70-е не мог опуститься ни один аппарат. Была ли это трагическая случайность или инцидент государственного масштаба, который предпочли забыть? Любой ответ в этой истории ведет в тупик. 6 человек просто вышли из кадра, как актеры, чей контракт закончился прямо посреди сцены. И пока мир гадал о ракетах и шпионах, история готовилась поставить последнюю, самую горькую точку в судьбе дважды выжившего капитана. 8 дней поисков, 600 часов налета, десятки судов, прочесывающих каждый квадратный километр по маршруту следования. Результат – абсолютный ноль. До появления малайзийского рейса MH370 исчезновение Варик 967 оставалось главной черной дырой в истории реактивной авиации. Но если в случае с MH370 эксперты нашли хотя бы обломок крыла спустя годы, то здесь время словно захлопнуло за собой дверь. Жилберту Араужу да Силва, человек, который выжил там, где выжить было невозможно, в итоге растворился в пустоте. Его имя навсегда осталось в списках погибших дважды.
Первый раз – по ошибке прессы в Париже. Второй раз – окончательно. 153 картины Манабу Мабы до сих пор числятся в международном розыске. Но Интерпол молчит, ни один аукционный дом, ни один черный дилер за полвека не подал знака. Искусство, которое должно было радовать миллионы, теперь принадлежит только океану. 5 километров воды – это надежный сейф. Там нет света, нет течений, нет свидетелей. Там Боинг 707 покоится в вечном безмолвии, храня тайну своего последнего часа. Был ли это заговор, ракета или тихая смерть от нехватки кислорода? Мы, скорее всего, не узнаем никогда. Некоторые секреты стоят слишком дорого, чтобы их раскрывать.